Знаете ли вы, что физическое прикосновение может быть одним из самых мощных инструментов для установления связи и привлечения женщины? Если вы думаете, что того, что вы говорите или делаете, достаточно, вы ошибаетесь. Слова имеют свое место, но ничто не оказывает такого воздействия, как то, что вы передаете своими действиями, особенно прикосновениями. Простой жест может передать уверенность, комфорт и даже желание. Но вот правда, которую вам никто не говорит. Если вы не умеете пользоваться осязанием, вы можете полностью свести на нет свои шансы. Прежде чем мы начнем, сделайте что-то важное, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Если вы действительно хотите научиться овладевать искусством физического прикосновения и побеждать классом, эти советы станут поворотным моментом в вашей жизни. Теперь обратите внимание, потому что мы вступаем на территорию, где тонкости намерения имеют решающее значение. Давайте узнаем, как использовать прикосновение правильно, с доверием, уважением и эмоциональным интеллектом. Номер 1. Сила тонкого прикосновения в начале соединения. Когда вы встречаете женщину, тонкие прикосновения являются ключом к установлению комфорта и доверия, но при этом не кажутся агрессивными. Многие мужчины совершают ошибку, сразу же прибегая к преувеличенным жестам или, что еще хуже, вообще избегая прикосновений, опасаясь показаться неуместными. Это выстрел в ногу. Легкое прикосновение к руке во время смеха над тем, что она сказала, или короткое прикосновение к руке во время приветствия – простые и эффективные способы создать близость. Эти жесты должны быть естественными и своевременными и не выглядеть запланированными. Если она чувствует себя комфортно и расслабленно, тонкие прикосновения послужат признаком того, что вы уверенный в себе и внимательный мужчина. Но помните, цель – создать искру, а не зажечь огонь сразу. Если она отступит, уважайте это. Если она улыбнется и подойдет к вам, вы уже на правильном пути. Тонкое прикосновение является основой всего, что будет дальше. Номер 2. Прикосновения, которые создают немедленную и незабываемую химию. Если вы хотите создать мгновенную химию, вам нужно знать, где и как прикасаться. Некоторые места оказывают большее влияние, чем другие. Например, плечо – безопасное и эффективное место для первого прикосновения. Нижняя часть спины, если ее использовать в нужное время, передает близость, не будучи агрессивной. Эти прикосновения, если все сделано правильно, создают позитивное напряжение, вызывающее у нее интерес. Главное – делать это естественно, как если бы это было продолжением того, что вы сообщаете устно. Более того, зрительный контакт в сочетании с прикосновением может еще больше усилить химию. Но вот в чем дело. Никогда не будьте неуклюжими или поспешными. Прикосновение должно перетекать в разговор и энергию момента. Если все сделано правильно, простой жест может создать воспоминания, которые она сохранит с собой надолго. Номер 3. Язык тела. О чем говорит ваше прикосновение без слов. Физическое прикосновение является продолжением языка вашего тела, и если вы посылаете своим телом неправильные сигналы, прикосновение будет восприниматься как неудобное или вынужденное. Нерешительное прикосновение говорит о неуверенности, а твердое и уверенное прикосновение говорит о том, что вы все контролируете. Перед любым физическим контактом обратите внимание на свою позу. Будьте расслаблены, держите плечи ровными, а грудь слегка открытой. Эти небольшие изменения в языке вашего тела создают прочную основу для того, чтобы прикосновения воспринимались как естественные и желанные. Кроме того, время вашего прикосновения должно соответствовать тому, что происходит. Прикоснитесь к ней в моменты соучастия, например, когда она смеется над вашими словами или когда в разговоре наступает удобная пауза. Это создает поток между тем, что вы говорите, и тем, что вы делаете, превращая прикосновение в инструмент, усиливающий ваше присутствие и харизму. Номер 4. Как интенсивность прикосновения может формировать желание. Не все прикосновения одинаковы. Интенсивность прикосновения может совершенно по-разному повлиять на то, как она вас воспринимает. Легкое, короткое прикосновение может передать комфорт и непринужденность, а более твердое и продолжительное прикосновение может вызвать сексуальное желание и напряжение. Например, когда вы проводите женщину через дверь, более твердое прикосновение к пояснице демонстрирует уверенность и контроль. С другой стороны, когда вы прикасаетесь к руке во время произнесения чего-то эмоционального или значимого, легкое и вдумчивое прикосновение может создать более глубокую связь. Главное – регулировать интенсивность в зависимости от контекста и ее реакции.
Более интенсивные прикосновения следует вводить постепенно, по мере того, как взаимодействие становится более интимным. Этот прогресс создает непреодолимую атмосферу ожидания и желания. Номер 5. Почему так важно время касания? Если прикоснуться к женщине в неподходящее время, можно полностью испортить общение, даже если намерения у вас благие. Время решает все. Прежде чем приступить к физическому контакту, наблюдайте за ее сигналами. Ты улыбаешься. Вы расслаблены. Поддерживать зрительный контакт – это признаки того, что момент подходящий. С другой стороны, если она кажется вам неудобной или отстраненной, лучше подождать. Прикосновение должно дополнять энергию взаимодействия и никогда не должно ощущаться вынужденным или неуместным. Например, когда вы шутите или рассказываете забавную историю, короткое прикосновение к руке может усилить момент соучастия. Если сделать это в нужное время, прикосновение станет мощным инструментом для углубления связи. И вот несколько важных советов. Никогда не недооценивайте влияние тишины в сочетании с прикосновениями. В моменты паузы простой жест может сказать больше, чем слово. Номер 6. Разница между дружескими и выигрышными касаниями. Если вы не знаете, как отличить дружеское прикосновение от выигрышного, вы на неправильном пути. Дружеское прикосновение обычное, например, похлопывание по плечу или короткое рукопожатие. Оно не передает романтических или сексуальных намерений. Прикосновение к завоеванию более намеренно. Он предназначен для создания притяжения, например, скользя рукой вниз по пояснице или удерживая руку на мгновение дольше, чем необходимо. Разница заключается в намерении и энергии, которую вы вкладываете в этот жест. Завоевывающие прикосновения более интимны, но никогда не агрессивны. Они вызывают эмоции и создают напряжение, которое поддерживает интерес женщины. Научитесь стратегически использовать эти два типа прикосновений, чтобы выстраивать связь в нужном темпе и не попасть в ужасную зону друзей. Номер 7. Создание близости с помощью прикосновений, не вторгаясь в ее пространство. Создание близости с помощью прикосновений – один из самых ценных навыков, которые вы можете развить, но он также и один из самых деликатных. Граница между прикосновением, которое приближает вас, и прикосновением, которое отдаляет, хороша, и понимание того, как уважать ее пространство, важно для создания комфорта и доверия. Первый шаг – наблюдать за языком ее тела. Если она сохраняет открытую позу, например, наклоняется к вам или не скрещивает руки, это признаки того, что она восприимчива к контакту. Начните с тонких, безопасных жестов, таких как легкое прикосновение к руке или кратковременное давление на руку при приветствии. Поначалу избегайте любых агрессивных или длительных прикосновений, так как это может вызвать у нее дискомфорт. Настоящая близость строится постепенно, и прикосновения должны быть отражением развивающейся у вас эмоциональной связи. Если все сделано с уважением, прикосновение становится мощным мостом к созданию близости, показывая, что вы понимаете и цените ее границы. Число 8 – прикосновения, демонстрирующие мужскую безопасность и уверенность. Женщины чувствуют свою эмоциональную позицию через прикосновение, а уверенный в себе мужчина передает это каждым жестом. Прикосновения, демонстрирующие безопасность, должны быть твердыми, но никогда не агрессивными. Они показывают, что вы знаете, что делаете, и не ищете одобрения на каждом шагу. Например, помогая ей перейти улицу или подняться на ступеньку, держите ее за руку крепко, но нежно, чтобы продемонстрировать контроль и заботу. Похлопывание по плечу, когда вы ведете ее через оживленное место, может показаться простым, но это показывает, что вы контролируете ситуацию. Секрет в том, чтобы сохранять расслабленную и безопасную позу. Если вы проявите колебания или нервозность, прикосновение будет истолковано как неуверенность. Женщин естественным образом привлекают мужчины, которые контролируют себя, и каждое прикосновение – это возможность укрепить этот имидж. Помните, уверенное прикосновение – это не сам жест, а энергия, которую вы через него передаете. Номер 9 – важность постоянства в физическом контакте. Ничто не разрывает связь быстрее, чем непоследовательность в физическом контакте. Многие мужчины начинают хорошо, внося тонкие, уместные прикосновения, но затем колеблются или вообще прекращают, создавая ощущение оторванности. Чтобы поддерживать влечение и близость, крайне важно, чтобы физический контакт был постоянным на протяжении всего взаимодействия.
Это не означает, что вы должны прикасаться к ней все время, а скорее то, что ваши жесты должны следовать естественному развитию разговора и отношений. Например, если вы сначала начали с легких прикосновений, например, прикосновения к руке, постепенно переходите к более интимным прикосновениям, например, краткому прикосновению к пояснице, одновременно направляя ее. Последовательность создает поток, который сохраняет энергию взаимодействия живой и захватывающей. Не будьте тем парнем, который начинает уверенно, а затем отступает. Будьте постоянны и уверены в своих жестах, показывая, что вы присутствуете и внимательны на протяжении всего взаимодействия. Номер 10. Как нежное прикосновение может вызвать сильные эмоции. Нежное прикосновение, сделанное намеренно и осторожно, может вызвать глубокие и продолжительные эмоции. Не стоит недооценивать силу нежного жеста, например, слегка провести пальцами по ее руке, пока вы разговариваете, или осторожно убрать прядь волос с ее лица. Эти прикосновения не просто физические, они сообщают, что вы внимательны к мелким деталям и цените момент. Секрет нежного прикосновения в его исполнении. Оно должно быть намеренным, но не преувеличенным. Если вы кажетесь встревоженным или нетерпеливым, жест теряет свою эмоциональную силу. Нежные прикосновения – это создание ощущений, которые она не только чувствует, но и запоминает. Оно активирует такие эмоции, как комфорт, любопытство и влечение, так, как слова никогда не смогут. Используйте эту технику с умом и посмотрите, как она откроется вам эмоционально. Число 11 – неожиданные прикосновения, вызывающие женский интерес. Ничто так не привлекает внимание, как неожиданный, но удачный штрих. Эти жесты создают уникальные и запоминающиеся моменты, поскольку они позитивно нарушают рутину. Например, во время прогулки рядом с ней легкое прикосновение к плечу, чтобы привлечь ее внимание к чему-то интересному вокруг нее, может показаться случайным, но оно оставляет эмоциональный след. Другой пример – короткое прикосновение к вашей руке, когда вы рассказываете что-то интересное или значимое. Эти неожиданные штрихи работают, потому что они сочетают в себе спонтанность и естественность, создавая атмосферу любопытства и удивления. Но будьте осторожны. Они должны быть своевременными и никогда не выглядеть вынужденными. Если подходящего момента не наступит, подождите. Спонтанные жесты имеют силу именно потому, что они кажутся искренними и аутентичными. При правильном использовании эти прикосновения вызовут у нее интерес и заставят ее хотеть большего от вашей компании. Номер 12. Превращение прикосновений в искусство соблазнения. В конечном счете, овладение физическим прикосновением – это больше, чем просто знание того, где и как прикасаться. Это превращает физический контакт в искусство, которое углубляет эмоциональную связь и создает незабываемые впечатления. Это требует практики, чуткости, прежде всего, внимания к моменту и женщине, с которой вы общаетесь. Каждое прикосновение должно иметь цель – создание комфорта, усиление влечения или укрепление близости. Начинайте медленно, с простых жестов, и увеличивайте интенсивность и частоту по мере развития связи. Помните, что прикосновения касаются не только вас. Дело в том, как она себя чувствует в вашем присутствии. Искусство прикосновения балансирует между тонкостью и намерением, создавая танец между физическим и эмоциональным. Если все сделано правильно, прикосновений становится больше, чем жестом. Оно становится языком, который передает желание, уважение и связь на глубоком уровне. Эти 6 новых столпов завершат ваш путь к овладению искусством физического прикосновения. Если вы будете применять эти методы с уверенностью, уважением и вниманием, вы увидите трансформацию в том, как женщины реагируют на вас. Помните, физическое прикосновение – мощный инструмент, но он работает только тогда, когда используется искренне и уважительно. Давайте продолжим видео, но сначала, если вы зашли так далеко, моя любовь, оставьте комментарий ниже, указав слово «100%» или что-то подобное, чтобы сообщить вам, чтобы подтвердить, что вы узнали из видео на данный момент. Чтобы увидеть больше интересных тем, подпишитесь на канал, поставьте лайк видео и поделитесь им позже. Сила альфа-мужчины в любви. Вы слышали об альфа-самце, но, вероятно, ошиблись. Общество исказило эту идею, изображая альфу высокомерным тираном или человеком, который думает только о себе. И знаете что? Эта точка зрения совершенно неверна. Настоящий альфа-мужчина – это тот, кто уравновешен, эмоционально стабилен, уверен в себе и знает, как создать здоровые отношения,
основанные на уважении и восхищении. В любви альфа-мужчина – тот, кому удается балансировать силу и уязвимость, привлекая партнершу не только своим присутствием, но и способностью вселять уверенность и желание одновременно. Прежде чем мы углубимся в то, что на самом деле значит быть влюбленным альфа-мужчиной, я хочу, чтобы вы поставили лайк этому видео и подписались на канал. Этот контент создан, чтобы изменить вашу жизнь, но вам нужно внести свой вклад и быть готовым расти. А теперь давайте развенчаем ложь, которую вы слышали, и восстановим истинную силу альфа-мужчины в отношениях. Номер 1. Что на самом деле значит быть альфа-мужчиной в отношениях? Быть альфа-мужчиной – это не значит доминировать или контролировать. Речь идет о мудром и сбалансированном руководстве. В контексте отношений это означает быть опорой силы, которой ваш партнер может восхищаться и которому можно доверять, никогда не проявляя к ней неуважения и не относясь к ней как к неполноценной. Альфе не нужно кричать или утверждать свой авторитет, потому что его присутствие и действия говорят сами за себя. Он достаточно уверен в себе, чтобы брать на себя ответственность и принимать решения, но также достаточно скромен, чтобы прислушиваться к мнению своего партнера и ценить его. Альфа понимает, что лидерство – это не значит быть на высоте. Речь идет о том, чтобы привести обоих к взаимному успеху. Для этого необходим эмоциональный интеллект, уверенность в себе и, прежде всего, уважение. Если вы думаете, что быть альфой означает манипулировать или подчинять своего партнера, вы совершенно заблудились. Настоящий альфа – это тот, кто возвышает всех вокруг себя, особенно человека, который решил разделить свою жизнь. Пришло время отказаться от неправильных представлений и начать вести себя как настоящий мужчина. Номер 2. Как альфа-мужчина внушает безопасность и уверенность своему партнеру. Знаете, почему так много женщин жалуются, что не могут найти надежных мужчин? Потому что большинство мужчин эмоционально неустойчивы, всегда колеблются между вспышками гнева и детским молчанием. С другой стороны, альфа-мужчина является примером эмоциональной стабильности. Он не позволяет мелочам расстраивать его, не реагирует неуверенно, прежде всего, знает, что его действия определяют уровень доверия, которое оказывает ему партнер. Когда вы эмоционально стабильны, она чувствует, что может расслабиться и быть самой собой. Это создает настолько прочную доверительную связь, что никакой тривиальный аргумент не сможет ее поколебать. Безопасность, которую вы передаете, выходит за рамки слов. Речь идет о том, чтобы быть последовательным, присутствующим и надежным. Ей нужно знать, что вы из тех мужчин, которые делают то, что обещают, и никогда не убегают, когда дела идут плохо. Быть убежищем – вот что отличает обычного человека от влюбленного альфа. Номер 3. Лидерство в любви. Ведение отношений к успеху. Альфа-мужчина руководит, но не авторитарно. Он понимает, что лидерство в любви предполагает проявление инициативы и создание среды, в которой оба могут расти. Это означает наличие плана, знание того, чего вы хотите от отношений, и принятие решений, которые принесут пользу вам обоим. Например, вместо того, чтобы ждать, пока она решит все, например, где поужинать или следующий шаг в отношениях, возьмите на себя инициативу уважительно. Покажите, что вам не безразлично руководство, но вы цените ее мнение. Лидерство в любви предполагает также зрелое решение проблем. Вместо того, чтобы обвинять или избегать конфликтов, альфа сталкивается с трудностями лицом к лицу, ища решения, которые укрепляют отношения. Помните, лидерство не контролирует, оно вдохновляет. Когда вы руководите с уважением и очаровываете партнершу своим видением и решимостью, она чувствует себя ценной и в безопасности. Так вы построите прочные и длительные отношения. Число 4. Природный магнетизм уверенного в себе мужчины. Вы когда-нибудь замечали, что самые привлекательные мужчины не обязательно самые красивые или самые богатые? Это происходит потому, что магнетизм мужчины исходит из его уверенности в себе. Альфа по своей природе привлекателен, потому что он знает, кто он такой, и ему не нужно никому ничего доказывать. Он не ищет внешнего признания, не отчаивается во внимании, самое главное, не боится быть отвергнутым. Эта безопасность непреодолима для женщин, потому что она создает атмосферу спокойствия и восхищения. Когда вы уверены в себе, вы не паникуете, когда в отношениях что-то идет не так. Вы не действуете отчаянно, чтобы угодить или манипулировать. Вместо этого вы стойки в своих ценностях и своими действиями демонстрируете, что вы человек, достойный уважения и желания. Уверенность в себе – это основа мужского магнетизма,
и она начинается внутри вас, в том, как вы себя видите и цените. Номер 5. Искусство напористого и соблазнительного общения. Общение как альфа-самец – это гораздо больше, чем просто разговор. Это умение передать свои идеи и эмоции ясным, напористым и соблазнительным способом. Многие мужчины не могут общаться, потому что они слишком пассивны или слишком агрессивны. Альфа находит идеальный баланс. Он ясно выражает то, что чувствует и думает, но не теряет тона уважения и харизмы. Когда вы так общаетесь, вы получаете восхищение и доверие. Более того, настойчивое общение чрезвычайно соблазнительно, поскольку оно показывает, что вы знаете, чего хотите, и не боитесь об этом попросить. Хвалите ли своего партнера, обсуждаете проблему или делитесь своими ожиданиями от отношений, говорите прямо, но всегда с сочувствием. Мужчины, овладевшие искусством общения, это те, кто не просто расположит к себе женщину, но и сохранит ее длительный интерес и восхищение. Число 6. Баланс между силой и уязвимостью у альфа-мужчины. То альфа-человек понимает, что быть сильным не значит быть неуязвимым. Он знает, что проявление своих эмоций, если оно сделано сбалансированно, делает его еще более привлекательным. Контролируемая уязвимость – это не сожаление или слабость, это смелость быть честным в том, что вы чувствуете и думаете. Когда вы по-взрослому делитесь своими страхами или проблемами, вы создаете глубокую связь со своим партнером. В то же время вы не позволяете этим эмоциям взять над вами верх. Альфа демонстрирует силу, преодолевая свои трудности, но также и человечность, признавая свои недостатки. Этот баланс между силой и уязвимостью делает его целостным, неотразимым и достойным восхищения человеком. Перестаньте чувствовать, что вам нужно скрывать свои эмоции, чтобы казаться сильным. Настоящая сила заключается в том, чтобы знать, когда и как их показать. Номер 7. Как альфа-мужчина защищает любовь, не контролируя ее. Защита любви – одна из самых благородных обязанностей альфа-мужчины, но между искренней заботой и собственническим поведением существует огромная разница. Альфа защищает свою партнершу эмоционально и физически, но никогда не пытается контролировать ее выбор или ограничивать ее свободу. Он понимает, что настоящая любовь растет в доверии, а не в манипуляциях. Например, если его партнерша сталкивается с трудностями, он предлагает поддержку, но не пытается решить все за нее или лишить ее самостоятельности. Он позиционирует себя как безопасную гавань, человека, на которого, как она знает, она может рассчитывать, но это не значит, что он задохнется. С другой стороны, собственническое поведение вызвано страхом и неуверенностью, и нет ничего меньшего, чем альфа. Альфа-мужчина доверяет тому, что он построил со своим партнером, потому что знает, что его действия и присутствие говорят громче, чем любая бдительность или ревность. Подлинная защита заключается в создании среды, в которой она чувствует себя в безопасности, уважается и ценится, сохраняя при этом свою независимость. Число 8. Важность сохранения независимости в отношениях. Одной из самых ярких характеристик альфа-мужчины является его способность сохранять свою индивидуальность даже в отношениях. Мужчины, которые теряют свою индивидуальность, пытаясь угодить партнеру или полностью адаптироваться к нему, в конечном итоге становятся менее привлекательными и, что еще хуже, менее уважаемыми. Альфа понимает, что партнерша полюбила его, потому что у него были свои цели, увлечения и интересы, и он никогда от этого не отказывается. Сохранять независимость не означает пренебрегать отношениями, а, скорее, продолжать расти как личность, одновременно укрепляя связь. Например, преследуйте свои цели, инвестируйте в хобби и цените свое личное время. Это не только повысит вашу уверенность в себе, но и вдохновит вашего партнера сделать то же самое. Здоровые отношения состоят из двух полноценных людей, а не из слияния зависимостей. Сохраняя свою независимость, вы демонстрируете силу и решительность, неотразимые качества для любой женщины. Номер 9. Роль последовательности в завоевании и поддержании уважения. Последовательность – одна из самых недооцененных добродетелей, но она необходима для завоевания и поддержания уважения в любых отношениях. Пустые слова или невыполненные обещания – это противоположность тому, что отстаивает альфа-мужчина. Ваши ежедневные действия, даже самые незначительные, показывают, кто вы на самом деле. Например, если вы говорите, что собираетесь что-то сделать, сделайте это. Если обещаете присутствовать в важный момент, будьте рядом. Последовательность создает чувство безопасности и надежности, которое не заменит никакие разговоры или речи.
Это не означает, что вы никогда не сможете совершать ошибок, а скорее означает, что вы быстро распознаете и исправляете свои ошибки. Для альфа-мужчины последовательность – не обязанность, а естественное продолжение его целостности. Когда вы действуете твердо и целеустремленно, ваш партнер не только уважает вас, но и чувствует мотивацию реагировать на том же уровне. Последовательность – это фундамент, на котором строится восхищение. Число 10. Как альфа-мужчина ценит и возвышает свою партнершу. Альфа-мужчина понимает, что его партнер – это не только тот, с кем он разделяет свою жизнь, но и человек, которому он может помочь вырасти. Ценить и возвышать своего партнера – признак истинного лидерства в любви. Это значит признавать ее качества, поддерживать ее в ее амбициях и поощрять ее быть лучшей версией себя. Но будьте осторожны. Речь не идет о пустой лести или безоговорочном одобрении. Речь идет о том, чтобы предложить искреннюю поддержку и руководство, когда это необходимо, и в то же время оставить ей место для самостоятельного роста. Альфа никогда не чувствует угрозы со стороны успеха или роста своего партнера, потому что он знает, что его ценность не уменьшается из-за возвышения других. Напротив, это укрепляет связь и создает взаиморастущие отношения. Когда вы руководите с восхищением и уважением, ваш партнер не только чувствует, что вас ценят, но и мотивирован сделать то же самое для вас. Номер 11. Развитие присутствия. Интенсивное пребывание в настоящем моменте. Нет ничего более мощного в отношениях, чем ваша способность полностью и интенсивно присутствовать. Присутствие – это демонстрация любви, превосходящая слова. Когда вы со своим партнером, она должна чувствовать, что вы рядом, телом и разумом, без отвлекающих факторов и внешних забот. Это значит отложить мобильный телефон, посмотреть ей в глаза и слушать с искренним вниманием. Альфа-мужчина знает, что моменты истинной связи укрепляют эмоциональные связи. Он понимает, что его присутствие не только физическое, но также эмоциональное и энергетическое. Когда вы полностью присутствуете, вы не только показываете, что цените время, которое проводите с ней, но и создаете атмосферу близости и доверия. Присутствие – один из самых простых, но наиболее эффективных способов проявить любовь и уважение в отношениях. Номер 12. Наследие влюбленного альфа-мужчины. Вдохновляет и оставляет следы. Наконец, влюбленный альфа-мужчина озабочен не только настоящим, но и наследием, которое он оставляет после себя. Он знает, что успешные отношения строятся на воспоминаниях, опыте и связях, выходящих за пределы времени. Вдохновлять свою партнершу на рост, создавать значимые моменты и дарить ей чувство эмоционального удовлетворения – это вехи, которые она никогда не забудет. Наследие в любви – это не подарки или широкие жесты, а глубина связи и положительное влияние, которое вы оказали на ее жизнь. Альфа-мужчина понимает, что его роль выходит за рамки завоевания. Речь идет о преобразовании и обогащении жизни человека, которого вы решили полюбить. Когда вы действуете целеустремленно, последовательно и уважительно, вы создаете отношения, которые не только долговечны, но и вдохновляют. В этом и есть истинная сила влюбленного альфа-мужчины. Эти столпы дополнят ваш путь к тому, чтобы стать альфа-мужчиной в отношениях. Быть альфой – это не значит доминировать или производить впечатление. Речь идет о честном руководстве, построении глубоких связей и создании среды, в которой вы оба можете расти. Прежде чем уйти, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и поделитесь этими уроками с друзьями, которые также хотят улучшить свою личную жизнь. Теперь ваша очередь действовать и оставить свой след настоящего влюбленного альфа-мужчины. Наследие, которое вы создаете, начинается сейчас. Горячий пикап. Овладей искусством соблазнения. Вы когда-нибудь чувствовали себя застрявшими, не зная, как создать тот непреодолимый момент, который превратит обычное взаимодействие в нечто полное желания и влечения? Истина в том, что искусство соблазнения – это не таинственный дар, предназначенный только для некоторых мужчин. Это навык, который можно изучить, практиковать и освоить. Проблема в том, что многие парни просто не знают, с чего начать, или совершают ошибки, которые в конечном итоге убивают любой шанс еще до того, как он появится. В этом видео вы узнаете, как создать непреодолимое напряжение от первого взгляда до жеста, который навсегда запечатлелся в ее памяти. Но прежде чем начать, сделайте то, что сейчас должен сделать каждый мужчина, стремящийся к эволюции – поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Давайте начнем менять ваш подход и покажем, как овладеть искусством соблазнения с уверенностью, интеллектом и горячим уловом, который она никогда не забудет.
Номер 1. Как создать сексуальное напряжение с первого момента. Сексуальное напряжение не возникает случайно. Он строится с первого момента вашего общения с женщиной. А знаете, какую самую большую ошибку совершают мужчины? Они пытаются вызвать влечение с помощью преувеличенных шуток, неловких жестов или интереса настолько очевидного, что он убивает всю тайну. Секрет создания напряжения заключается в балансе между тем, что вы раскрываете, и тем, что скрываете. Используйте внешний вид в своих интересах. Не смотрите на нее, как загипнотизированный дурак, а как человек, который наблюдает с любопытством и намерением. Продолжительного взгляда, за которым следует тонкая улыбка, достаточно, чтобы зародить интересную идею, не выдавая при этом всего. Объедините это с тонкими жестами, например, слегка наклоняйтесь к ней во время разговора или небрежно повторяйте язык ее тела. Эти движения создают энергию, которая заставляет ее чувствовать, что что-то происходит, даже если никто из вас не говорит этого вслух. Именно невысказанное порождает желание. Номер 2. Роль голоса в искусстве соблазнения. Немногие мужчины понимают силу голоса в игре соблазнения. Ваш тон, темп и даже громкость вашей речи могут быть столь же привлекательными, как и физическое прикосновение. Неуверенные в себе мужчины говорят быстро, высоким тоном и спешкой, что выдает их тревогу. С другой стороны, уверенный в себе мужчина использует свой голос как инструмент, чтобы привлечь ее внимание. Говорите медленно, тихим и твердым тоном, особенно когда разговор становится более личным. Стратегические паузы во время предложений создают напряжение и показывают, что вы контролируете разговор. Кроме того, изменение ритма вашей речи может привлечь ее внимание и сделать каждое слово более впечатляющим. Практический совет. Тренируйтесь говорить тише и в спокойном темпе, особенно когда рассказываете что-то интересное или делаете комплимент. Правильный голос может превратить обычный разговор в незабываемое событие. Номер 3. Жесты, которые сделают любой разговор возбуждающим. Ваши жесты являются продолжением того, что вы сообщаете своим голосом и словами. Неуклюжие или преувеличенные движения могут передать неправильное сообщение, а расчетливые жесты создают уверенность и привлекательность. Один из лучших жестов для продолжения разговора – это короткое, случайное прикосновение, например, легкое прикосновение к ее руке, когда вы подчеркиваете какую-то мысль или слегка поправляете что-то на столе. Еще один трюк – жестикулировать руками во время разговора, но контролируемым образом, передавая энергию, не создавая при этом гиперактивности. Объедините это с твердым, но расслабленным зрительным контактом, который покажет, что вы присутствуете в данный момент. Спокойные, уверенные жесты демонстрируют, что вы контролируете общение, что заставляет ее чувствовать себя в безопасности и привлечь. Помните, в соблазнении меньше значит больше. Это не должно быть экстравагантно. Простые жесты, но полные намерения являются наиболее эффективными. Номер 4. Как использовать близость для усиления связи. Физическая близость – один из самых мощных аспектов соблазнения, но также и один из самых опасных, если он выполнен плохо. Если подойти слишком близко и слишком рано, это может напугать ее и лишить вас шансов. С другой стороны, сохранение чрезмерной дистанции может создать впечатление незаинтересованности. Секрет в том, чтобы приближаться к ней постепенно, всегда обращая внимание на подаваемые ею знаки. Начните с уважения к вашему личному пространству и постепенно сокращайте дистанцию по мере развития разговора и роста связи. Например, рассказывая что-то смешное, слегка наклонитесь к ней, но затем отступите, создавая игру близости и расстояния. Это не только поддерживает ее интерес, но и создает ощущение напряжения, которое усиливает связь. Осознайте подходящий момент, чтобы сломать этот барьер прикосновением или жестом, поскольку именно это превращает близость в осязаемое притяжение. Номер 5. Превратите простое в незабываемое. Секрет деталей. В соблазнении детали имеют решающее значение. Маленькие жесты, которые остаются незамеченными большинством мужчин, это именно то, что заставит ее запомнить вас. Например, если вы замечаете и комментируете что-то конкретное, например, аксессуар, который она носит, или тон ее смеха, это показывает, что вы обращаете внимание на вещи, которые другие игнорируют. Еще одна важная деталь – забота об окружающей среде. Убедитесь, что место, где вы находитесь, способствует общению, независимо от того, выбираете ли вы более тихое место или меняете свое положение так, чтобы разговор протекал естественно. То, как вы взаимодействуете с окружением,
также свидетельствует о вашем внимании к деталям. Изменение позы, неожиданный жест доброты или даже простое «спасибо» официанту может произвести большее впечатление, чем вы думаете. Когда вы владеете деталями, вы превращаете простое в незабываемые моменты. Номер 6. Танец между желанием и провокацией. Соблазнение – это танец, и баланс между желанием и провокацией – это то, что поддерживает химию. Многие мужчины совершают ошибку, слишком быстро и слишком сильно продвигаясь вперед или настолько отступая назад, что влечение исчезает. Главное – научиться балансировать между тем, сколько вы отдаете и сколько держите. Это можно сделать с помощью небольших игр словесного подразнивания, таких как комплимент, за которым следует игривый комментарий. Например, у тебя отличный вкус в выборе одежды, но всегда ли ты все делаешь правильно? Такой подход создает веселую игру и возбуждает ее любопытство. Что касается физической стороны, сочетайте случайные прикосновения со стратегическими паузами, позволяя ей почувствовать ваше присутствие, не создавая при этом ощущения, что вы навязываете взаимодействие. Поддразнивание работает, потому что оно создает напряжение, а напряжение – это топливо желания. Мастерство этого танца отличает мужчин, которых она замечает, от мужчин, которых она не может забыть. Номер 7. Роль улыбки в создании теплой атмосферы. Вы когда-нибудь задумывались о том, какое влияние улыбка может оказать на общение? Я говорю не о какой-то улыбке, а о правильной улыбке, в которой сочетаются уверенность, обаяние и намерение. Искренняя улыбка способна разрушить барьеры, создать атмосферу комфорта и в то же время передать интерес. Секрет в тонкости. Если вы слишком много улыбаетесь, вы выглядите нервным или фальшивым. Если вы слишком мало улыбаетесь, может сложиться впечатление, что вы не заинтересованы и не уверены в себе. Идеальная улыбка – это та, которая появляется естественно в стратегические моменты. Объедините это со своим взглядом. Легкая улыбка, за которой следует твердый зрительный контакт, создает приятное напряжение, которое она заметит. Улыбка может сказать гораздо больше, чем слова, поскольку она показывает, что вам комфортно и уверенно. Используйте его целенаправленно и увидите, как атмосфера вокруг вас станет теплее и окутывающей. Номер 8. Используйте молчание в своих целях в нужный момент. Молчание, если его правильно использовать, может стать одним из самых мощных инструментов в искусстве соблазнения. Многие мужчины боятся тишины, думая, что она создает дискомфорт или свидетельствует об отсутствии темы. Но правда в том, что стратегические моменты молчания может усилить напряженность, создать тайну и даже дать ей возможность приблизиться. Представьте, что вы разговариваете, и вдруг наступает пауза. Вместо того, чтобы пытаться чем-то заполнить пустоту, помолчите на мгновение, сохраняя зрительный контакт. Это покажет, что вам комфортно в данный момент, и она почувствует эту уверенность. Кроме того, молчание можно использовать, чтобы придать вес вашим словам. Преднамеренные паузы до или после важного предложения могут сделать ваше сообщение более впечатляющим. Научитесь контролировать тишину, и у вас появится союзник, которым мало кто умеет пользоваться. Номер 9. Визуальная связь. Взгляд, превращающий намерение в эмоции. Если есть что-то, что превосходит слова и жесты, так это сила взгляда. Пристальный, искренний взгляд может создать настолько интенсивную связь, что у нее возникнет ощущение, будто вы читаете ее душу. Но будьте осторожны, хороший вид – это не неудобный вид. Он тверд, но расслаблен, глубокий, но не инвазивный. Поддерживая зрительный контакт во время разговора или во время пауз, вы передаете заинтересованность и уверенность. Комбинируйте это с вариациями, смотрите ей прямо в глаза, когда она говорит, но позволяйте своему взгляду ненадолго падать на ее губы в стратегические моменты. Это тонкое движение передает намерение, которое она уловит, даже если вы ничего не скажете. Визуальная связь преобразует намерение в эмоции, потому что позволяет ей чувствовать себя уникальной и ценной. Освойте взгляд, и вы овладеете моментом. Номер 10. Прикосновения и реакции. Как распознавать признаки интереса? Прикосновение – мощный язык, но что действительно важно, так это то, как вы читаете ее реакцию. Каждый жест, который она делает после вашего прикосновения, несет в себе послание. Если она наклоняется к вам, улыбается или отвечает тем же жестом, это явные признаки интереса. С другой стороны, если она отступает или чувствует себя некомфортно,
пора притормозить. Чтение этих знаков имеет решающее значение для корректировки вашего подхода и предотвращения ошибок, которые могут испортить настроение. Легкие прикосновения к руке или спине, сделанные естественным путем, отлично подходят для проверки восприимчивости. Наблюдайте за ее реакцией и при необходимости адаптируйте темп. Такое умение читать не только продемонстрирует вашу внимательность, но и заставит ее почувствовать уважение. Соблазнение заключается не в том, чтобы навязать свой ритм, а в том, чтобы создать танец, который вам обоим хочется продолжать. Номер 11. Как распорядиться моментом, не выглядя вынужденным. Естественное проведение момента – один из признаков настоящего соблазнителя. Ничто так не разрушает влечение, как действия, которые кажутся отрепетированными или поспешными. Секрет в том, чтобы позволить вещам течь, но всегда сохранять легкое направление. Это значит знать, когда двигаться вперед, а когда отступать. Например, если вы разговариваете и настроение накаляется, добавьте тонкие штрихи или более провокационный комментарий, не создавая при этом давления. Если она ответит положительно, продолжайте. Если вы колеблетесь, изящно отступите назад. Естественность возникает, когда вы доверяете себе и читаете момент. Когда вы продемонстрируете, что вас устраивает темп взаимодействия, она тоже почувствует себя комфортно. Вождение без принуждения – это создание среды, в которой все происходит органично, давая понять, что вы знаете, что делаете. Номер 12. Создайте непреодолимую атмосферу с помощью стратегических слов. Слова обладают огромной силой соблазнения, но дело не в том, что вы говорите, а в том, как вы это говорите. Хорошо поставленные фразы, сказанные в нужное время и правильным тоном, как ничто другое способны разжечь пламя влечения. Это не обязательно должно быть что-то экстравагантное. Простота часто работает лучше всего. Тонкий, конкретный комплимент типа «мне нравится», как вы об этом говорите, я могу сказать, что вы увлечены тем, что делаете, может иметь гораздо большее влияние, чем общие комментарии. Объедините это с низким, медленным тоном голоса, который передает уверенность и намерение. Кроме того, используйте открытые вопросы, чтобы углубить разговор. Например, что вас больше всего вдохновляет в этом? Эти стратегические слова создают атмосферу интереса и загадочности, вызывая у нее желание продолжать общение с вами. Помните, соблазн кроется в деталях, и ваши слова – ключ к открытию двери эмоциональной связи. Искусство соблазнения в твоих руках. Эти 6 новых столпов завершат ваш путь к овладению искусством горячего и неотразимого рывка. Соблазнение – это не уловки или манипуляции. Речь идет о доверии, намерении и внимательном прочтении момента. Теперь ваша очередь применить все это на практике. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и поделитесь этими уроками с другими мужчинами, которые тоже хотят развиваться. Вы уже знаете, что нужно сделать, теперь покажите, что у вас хватит смелости сделать это. Овладейте искусством соблазнения и сделайте каждое общение незабываемым для нее и для вас.